Всем привет, Питер! И мы на Лиге триатлона, на чемпионате России по дистанции спринта Олимпика. Но весь акцент я буду делать на Олимпику. Завтра будет стартовать атлет Александр, которого я немножко посопровождаю. При этом сегодня суббота, старт Олимпики завтра. А сегодня старт спринта. И вот они бегут, атлеты, дистанцию спринт. Я же тут просто проездом, сам живу в Черногории. Здесь пытаюсь тренироваться, поддерживать форму. Стартовать не буду, потому что не вариант. Формы нет, велика нет, ничего нет. Вот они, атлеты. Пейзаж, конечно, потрясающий. Здесь, я так понял, был плавательный этап. И атлеты бегут. Это убийственная горочка. Атмосфера, конечно, топ. Пейзажи тоже мне нравится. Вот место, где проводят все это. Очень красиво. Вот это вот Газпром-арена, ЗСД. Ну, для питерцев это привычные пейзажи, но для нас, черногорцев, это совсем другое. Ну, конечно, эта горочка убийственная даже на 5 километров. Да не то, чтобы даже, а вообще на 5 километров. Но при этом всем, конечно, триатлон в России, он, конечно, безусловно, качает конкретно. Я считаю, что Iron Star вообще ничем не хуже. Если честно, я даже в Iron Star ни разу и не участвовал, но я не считаю, что он хуже как-то Ironman. Я считаю, уровень очень высокий. И в целом развитие хорошее. В Черногории тоже норм, но там просто по-другому. Просто по-другому. Вот. Поэтому классно, классно. Ну и как меня приглашал дяденька участвовать, где я кручу велосипед в Cycle Star. Приглашал дяденька участвовать в Лиге триатлона. Вот. Но я отказался, потому что у меня нет ничего, там, ни формы, ни велосипеда, как я уже сказал. Поэтому я всего лишь наблюдатель. Пыльные гантели требуем вернуться. Стрешник, Анастасия Кондукова, Надежда Арцебашева, Анастасия Малышева на финише. На велике было много контрольных точек, а здесь... Короче, все. Возвращаюсь, я пошел потихоньку домой. Также напомню, что все результаты гонки прямо сейчас доступны на сайте rushrunning.com. Короче, я вас дезинформировал. Я снимал вообще там, типа, что это плавательный этап. Нет, вот плавательный этап. Вот здесь вот можно прям рядом смотреть и идти. Вот они, буечки. Все понятно, спокойная вода. Классно вообще. Мне кажется, условия для старта вообще шикарные. Интересно, вода сколько градусов. Еще глянем. Ну и прогуляемся, сейчас посмотрим этап-то, собственно, сам. Короче, температура воды около 20 градусов. Завтра, ну, я так понимаю, такая же будет условия. Ну, видите, сегодня был дождь, мокрый день. И время старта был дождь, так понял. Кто-то попадал. И, в общем-то, будет очень много зависеть от того, какие завтра условия будут.
потому что ничего не понятно. В целом температура воздуха, я думаю, около 20-22, что такое. Довольно тепло на самом деле, если дождь не идет. С дождем прохладнее. Ветер тоже очень сильно зависит от того, какая будет сила ветра. Тоже будет зависеть скорость велосипедного этапа. Встретил тут Александра Магомедова, чисто случайно плывет там барракуда. Поснимал видео, конечно, припахали меня, но как без этого. Так вот, Александр Солынин, 35 лет, из Москвы, триатлон-клуб «Три улитки». У них там большая команда, стартовали и сегодня на спринте люди, и завтра на Олимпиаде будут. Его задача залезть на пьедестал, на подиум. Это, конечно, очень приятно, и у меня честь прекрасно снять об этом, небольшой репортаж, да. Конечно, не получится такого формата, как с Black Lake. Кстати, смотрите, про экстремальный триатлон есть выпуск, как атлет там с дистанции сошел и выступал вообще полную экстремальную дистанцию в Черногории. Но у меня на канале все это есть. Но вот завтра будем смотреть, как будет проходить олимпийская дистанция в Питере. Вообще мне очень нравится после Черногории глоток свежего воздуха. Каким-то, наверное, местным уже тоже приевшимся. Но я к тому, что все самое, хоть самое крутое, самое хорошее, да, оно довольно быстро ты привыкаешь. Человек к хорошему привыкает очень быстро. Человек привыкает абсолютно ко всему, да, и к нагрузкам каким-то, да, к чему-то другому. Конечно, есть от этого какие-то побочные действия, эффекты, но, тем не менее, так или иначе. Вот, поэтому нужно это учитывать, конечно же. И что могу сказать, что завтра мы посмотрим. У Александра неплохие данные, классно он, хорошая скорость. Скорость трассы непонятная будет, да, то есть зависит от ветра, от чего-то еще, от дождя будет, нет, сможет ли он сесть в пачку необходимую, потому что это олимпийская дистанция. Ну, а дальше уже как получится, как карта ляжет. Это же триатлон, все непредсказуемо. Саша плывет, тут 500, сколько она, 500 метров или 700, 750-700 метров, наверное, она проплывет, она уже развернулась. Ну да, меньше, она у тебя 2Б, наверное, метров 500 будет. Завтра у нее стартуют 2 эстафетные команды, мужчина и женщина, она пока только плаванием занимается, но плавание у нее классные результаты. Я вот сейчас сразу задавал ей вопрос насчет того, как в плавании, как спрогрессировала так, то есть плыла по 2 минутки очень долгое время, сейчас уже там что-то в Нижнем Новгороде проплыла, по-моему, миля, по-моему, была, по минуте 34, вообще классный результат. Я прям восхищен, потому что у триатлетов, у всех. И вот я задавал ей вопрос сейчас по поводу того, как спрогрессировала, то ли это тренер, что это еще. Она сказала, что начала думать, начала концентрироваться, самоконтроль. То, о чем говорил Саша Варюхин, на самом деле, тренер, да, что нужно над каждым своим движением думать, осознанно плыть. Самоконтроль в первую очередь должен быть. Это очень важно. Поэтому вроде бы все очевидно, да? Если ты просто делаешь свои задания так, сделал, есть задание, сделал, как попало, пришлось, о каком результате речь и прогрессии, какая может быть речь. Если еще какой-то не базовый твой вид, например, как у меня плавание, да, то есть у меня базовый вид, мне кажется, бег, потому что я чуть-чуть легкоатлетикой занимался в детстве и не плавал вообще, не умел плавать. Соответственно, тот вид, на который нужно уделить максимум внимания, нужно быть максимально осознанным в нем. То есть мало там объемов, мало там тренировок классных, да, каких-то расписанных. Нужны еще твои мысли, направленные чуть не на каждый грибок. Проплыв, голова, положение тела в воде, баланс. Вроде бы очевидные вещи. Ну и вон Александра Магомедова плывет к нам. Я видел недавно видео Никитина, да, он там говорит, типа, вообще практически не важно, как у вас руки наверху там. То есть проносы вы делаете, 80% вашего продвижения зависит от подводной части грибка. Это действительно так. Основное все это там баланс тела, положение головы, там, положение тела в воде, да, как происходит смена рук. Но то, что над водой, как руки проносятся, практически не важно. Так, только что пообщался с Сашей. Человек вот тоже плыл по 2 минутки долгое время. Потом начала только плавать. И
уже быстрее гораздо плывет. Сейчас пытаюсь всю информацию запомнить, усвоить. В первую очередь важные тезисы — это, конечно, про то, как нужно чувствовать воду, про то, как нужно ощущать количество грибков, пульс свой, интенсивность. Также важные тезисы узнал от нее, ну, про то, как она вот поняла расслабление, как быстро плыть, положение в воде, что плыть на руках нужно в триатлоне, да, и как она это, ну, почувствовала, что вот она раньше пробовала там вытягиваться прям технично, а потом просто на чистоту. Ну, короче, важно общаться с атлетами, узнавать, пробовать разбираться, у кого что сработало. Таким образом может получиться, ну, то есть, получается, анализировать информацию. Мы же с вами думающие атлеты, да? Информацию эту проанализировать, подумать, что, потому что у каждого из нас есть свой опыт, и этот опыт можно каким-то образом учесть, то есть, чтобы на своих ошибках долго не учиться, хотя, безусловно, у каждого свои нюансы, то есть, для кого-то одни работы заходят, вот она сказала, что для нее заходят там по сотке, да, работы какие-то определенные, по 50 не заходят. У меня, например, тоже может по-другому. Все зависит от кучи параметров. От сердца, от антропометрии, от изначальных параметров там, силы выносливости. Короче, нюансов много. Поэтому однозначно нужно почаще плавать, чтобы было чувство воды. Чувство воды нужно, это такой приобретаемый навык, как она рассказывала, что она вот легкой атлетикой занималась. Я тоже легкой атлетикой занимался немножко. Но я не до того, что мы бегали там по 200, 300, 400 метров, вплоть до секунды мы чувствовали, да. То есть нет, у меня такого не было. Я просто бегал и специально беговые упражнения делал. А вот атлеты, которые уже как-то каким-то образом, ну, как бы, более основательно и профессионально занимались, они уже понимают, и у них ощущение это есть. Поэтому важно, как ты плывешь, например, работа плавательная, 4 по 100, улучшение от 1 к 4, да? Ты должен ощущать интенсивность, ты должен первый, ну, медленнее сплавать, последний быстрее, да? То есть у тебя должен быть, ну, как бы, сплит правильный. Если же ты наоборот все плаваешь, то ты работу неправильно выполняешь, ты не чувствуешь скорость свою. Соответственно, о каком там чем-то другом ощущении может быть. Поэтому это все очень важный тезис. Пытаемся их запомнить, зафиксировать. Итак, вот вам вечерний прекрасный Питер. Попал сегодня несколько раз под дождь. Встречались сейчас с атлетом Александром, которого завтра буду вам показывать. Снимать в кафе не стал. Шумно. Лучше расскажу вам сам сейчас. Тихонечко, спокойненько, как это все будет выглядеть. Ну, под виды Питера, конечно. Приезжайте в августе в Питер. Здесь прекрасно. Пообщались только что с Александром. Рассказал мне свой путь в триатлоне. Немного, да? Наверное, я перескажу его кратко более и содержательно, чтобы было понимание, что за атлет. Познакомились мы, кстати, с ним благодаря Максиму Хаустову. Спасибо большое, Максим, потому что благодаря тому, что ты подписан на меня, получилось познакомиться с Александром. Так что тебе привет большое, спасибо. Они занимаются, кстати говоря, в одной триатлонной команде, 3 улитки, да, и очень здорово, что есть вообще такие команды, где можно всем вместе тренироваться. У нас в Черногории мои атлеты, например, все не могут вместе тренироваться, потому что разнесены по городам, да, в России немножко по-другому. Вы, скорее всего, в одном большом городе находитесь, если это Москва, понятно, по районам там, но все равно. В Омске, например, я начинал сам так. То есть я пришел в команду, в которой уже дошел до определенного уровня. И на начальном этапе это бывает полезно, действительно. Александр бегал 6 лет, затем уже с 23-го года начал заниматься триатлоном. Тренер у них, как он упомянул, если не ошибаюсь, Александр Сергеевич. И он вообще тренер по плаванию на открытой воде и кандидат в мастера спорта, я так понял. Изначально базово он тренировался в плаванию, так он с ним познакомился в бассейне, как это часто бывает, да? Ну, это я имею в виду, иногда бывает, ты познакомишься на основании какого-то одного вида, и потом уже переходишь к другим. Соответственно,
он начинал учиться плаванию, просто бегал, начал учиться плаванию, потом хотел триатлоном позаниматься и попал в такую группу. Ну и вот у него сейчас был результат хороший на медном всаднике. И сейчас он хочет попробовать на Олимпийке. Интересно, что он рассказывает про то, как он относится к интенсивности, что он плывет, начинает плыть, по его словам, чуть ли не на максимальную интенсивность, а потом уже сбавляет на то, что не может. То есть у него получается такой негативный сплит, да, как и говорит мой тренер, в целом это, обоснованно, так плавают многие. При этом многие, как я, наверное, делают ошибки, наоборот, иногда в слабой интенсивности. Хотя иногда кому-то действительно лучше начать мягко, чтобы не закислиться, потому что иногда эффект бывает обратный. Если ты не можешь эффективно регулировать эту интенсивность, то ты просто сильно начинаешь, пережимаешь, закисляешься, и потом у тебя бывает тот эффект, который иногда бывает, иногда был у меня, да, когда ты просто потом не можешь поднять пульс, потому что организм перешел в режим выживания. Все. Поэтому это тонкие вещи, очень тонкие грани. Ты должен как бы интенсивно, в общем, начать определенно, скорее всего, на пороге. То есть я думаю, это речь о пороге. Порог — это значит до того момента, как вы закислитесь. И таким образом ты начинаешь быстро, занимаешь выгодную позицию в плавании, обгоняешь тех, кто медленный. Возможно, зацепляешься за тех, за кем тебе лучше держаться, да, для того, чтобы был лучший результат. И потом уже, собственно, дорабатываешь. Поэтому этот прием вообще рабочий. И, скорее всего, многие атлеты действительно делают так. Но нужно учитывать индивидуальные особенности организма, переносимость, непереносимость и, самое главное, ощущение интенсивности. Распространенная ошибка атлетов именно в ощущении интенсивности. Поэтому важно чувствовать, пробовать чувствовать и понимать, как ты можешь в целом бежать быстро или там на велосипеде крутить быстро или нет. И также, как ты можешь плыть быстро или нет. Да? Но при этом важно не передавить, чтобы это было не за пределами того, что ты можешь. Вот такие дела. Поэтому Александр сказал, что завтра у него планы большие. Выложиться он хочет на 100%. Показать хороший результат. И залезть на пьедестал. Конечно, как мы это уже услышали. Мы только за, чтобы вам это показать, поболеть. И, собственно, стать свидетелями этого. Потому что мы тоже хотим во всем этом быть причастными. Да? Мы хотим, мало того, сами эту роль испытать. Вы, конечно, все. И я тоже. И быть причастными тоже приятно, непосредственно. Поэтому все, внимание, завтра на Александра. У меня завтра по плану Die Hard. Я отбегаю и иду на старт. Потом, собственно, мы покажем вам и Александра, и точку старта, где все будет. И попробуем, конечно, выбрать самые выгодные позиции для того, чтобы все это подснять. Так что давайте, всем до завтра. Так, ну что, вот мы и пришли на чемпионат России по олимпийской дистанции. На Олимпийку, 11 августа, Лига триатлона. О, вот он. Доброе утро, приветствую. Как самочувствие? Я тоже только что 2 банана съел. Спал аж, я не знаю, 7 часов. Это очень много для тебя, да? Это ты прям это... Иногда, знаешь, бывает переспишь, когда слишком много поспишь. Главное, чтобы этого эффекта у тебя не было. Усталость. Ну, Апатия. так разбитый, знаешь, если много спишь. Велик поставил уже? Да, поставил. Если что, спина такая, гудит. Тоже вчера целый день нога была. Вроде утром растянулся, но все равно какая-то загруженная спина. А если я сбоку откуда-то подойду, я увижу, что велик? Какой у тебя номер? 202. Я хочу сходить в транзитку, посмотреть, подснять и заодно велик. 202. Ну ладно. Он в глубине или с краю? Ну, по-моему, в третьем ряду с того края где-то, но я не помню сколько. Ближе к центру, наверное. Интересно, я сбоку вижу его. Так, а ты где сидишь? У тебя где-то здесь сидушка? А вот сюда. Все, давай, я подойду сейчас. Я скажу, подсниму транзитку. Очень много велосипедов. Сейчас посмотрим. Погода вообще хорошая, кстати, пока что. Она тут, знаете ли, переменчивая. Флаги, красиво. На брифинге надо информацию.
Вот они, велосипедики, наши любимые. Как же мы любим велосипедики с вами, да, разглядывать. Как же мы любим смотреть на них, кататься на них. Для многих сегодня день очень веселый, мандражный. Надо вот так даже 2 кепки надеть, чтобы не так страшно было. У Александра номер 202. Довольно, я бы сказал, удачный номерок-то. 202. Сейчас мы посмотрим, там вот только ребят собираются. Я бы мог ближе, ну я бы мог, но я не могу ближе подойти. Сейчас, может, ракурс другой найду. К заднему колесу. Так, 202. Ну, видите, ребята просто перелезли через это и зашли. Он говорит, что стартует на простом шоссере. Какой же бренд там? Giant шоссер. Вон он. Видите, вот 202 шлем. Лежит так. Шлем он немного опасно положил, конечно, может упасть. Тем более, видите, ветер начинается что-то. Шоссер, говорит, алюминиевый. У него вообще разделка. Но вот пока до шоссера не добрался. Сразу разделку хорошую купил. Вот. Около рядом. У него туфли на резиночках, обратите внимание. А вот дяденька, который звал меня поучаствовать и предлагал мне велосипед. Так понимаю, Cycle Star это его, вот этого дяденьки. Вы сегодня участвуете? Да, я по схеме бережу. Каждый день, да? Вчера и сегодня. Домашний старт надо все. Круто. Короче, погода, как вы видите, погодка вроде бы хорошая, очень наклевывается. Но хочу сказать, что ветер поднимается. Ну вот он такой вот порывистый. Я вот когда на самокате ехал, вообще прям он такой в лоб, лобешник. То есть он как будто бы, сейчас я скажу, там у нас северо-южный ветер, да? Северо-южный, может быть так? Нет, как это северо-южный? Северо-южный не может быть. Короче, южный. Ну, типа, даже не южный, юго-западный, наверное, что-нибудь такое. Вот. Все уже подсвистывают, зону закрывают уже. Кто не успел, тот не успел. Но я думаю, все, кому надо, успели. Ой-ой-ой. Строгие дяденьки. Сейчас повыгоняют нахер всех. Посмотрим на форму Александра. О, да, красивая форма у вас. Мне очень нравится, красиво. Очень красивая. Такой шрифт здесь классный. Круто. Вот. Что, я думаю, наверное, зря Дидрик не одел. Дидрик сразу одевает. Как хочешь. Половину. А что сейчас сдавать? Вот это улиточка, конечно. Чуть-чуть. Вот этот логотип, конечно, всякий. Ты еще колотый. Рыбомеч? Парусник. Прикольно. Самый быстрый рыб. Ничего себе. Ну все, тогда ты сейчас как разбежишься, как сиганешь. Как в прошлый раз, да? По-моему. Так, надевает гидрокостюм Александр. Красивенький у него гидрик такой, Zoot. Такая модель. Zoot Bolt. Классно, что яркий, чтобы его можно было увидеть, определить, где он будет. Хороший пловец Александр, на мой взгляд. Потому как я не очень пловец, а он хороший пловец. У них тренер пловец, и я думаю, он покажет хороший результат. Написано атлет, на всякий случай, чтобы все понимали, что это атлет идет. Это не кто-то там, кто-то другой, это атлет. Не какая-нибудь шушера. Да. Шею намазал, смотрите, видите? Мазь специально у него в пакетике была. Я предлагал ему вазелином измазаться весь, но он отказался. Что, расскажи нам, что по углеводам у тебя? Что с собой? Из питания? 2 геля и все, да? Они у тебя на велоксе закреплены? Нет, просто в ящике лежат. Один сисовский, один ГУ. Сис я на вел возьму, жидкий. А этот, как его, ГУшку возьму на бег. Понял. Он густой такой, его съел, и мне кажется, на все 10 километров хватит. Понял. А на велике это Иза, да, есть? На велике Или вода после тебя? у меня там одна бутылка 0,5,
изотоник такой легкий прям разбавил. Не стандартную концентрацию, там как 3 ложки на бутылку, а 1 ложку на бутылку разбавил, чтобы вода была такая, не пресная. Прикольно. Сейчас какие-то там не хотел этого. Я только заценил, что это улиточки, прикольно. Это очень стильно. Символ Да. триатлона и улиточки. Классно бьется, прям круто. Мы на основе этого и придумали логотип там всей команды. Круто, круто, прям вообще классно. И вот эти улитки. Класс. У нас даже флаг есть, мы потом его достанем, после финиша сфоткаемся. Там Флаг. улитки. А костюм огромной улитки нет? Нет такого? Такой ростовой. Да. Не. И в нем медленно ходить надо. Так, Александр идет выполнить самое главное перед стартом. Самую важную часть. Я, наверное, не пойду. Не стану поддерживать своих коллег. Вот эти туалеты, но они такие. Туалеты и там есть. Такое просто перед плаванием ставят. Смотри, руками махать, ты прилетишь. А тут я не знаю. Атлеты разминаются. Наш Александр предпочел не разминаться. Говорит, никогда этого не делает. Сходу сигает подальше и все. Организаторы, конечно, музыкой такой атмосферу нагоняют, только что хуже делают, мне кажется. Все, давай, удачи, дружище. Давай, все отлично будет. Давай, успехов. Не спрашивай судей, сколько я проехал и сколько осталось. Судьи могут не знать. Подплыл дяденька, свистнул в свисток и сказал: все, заканчиваем разминку. Вы хотите? А на самом деле мне есть один. Нет этого. И вперед, триатлон Санкт-Петербург 2024. Вперед. 1500 метров плавания, 40 километров велогонка и 10 километров бег. И Юрий Волк. Также следить за результатами в режиме реального времени можно на сайте russiarunning.com. Вы сможете на промежуточных отсечках, даже после первого круга плавания, свою группу, свою дистанцию. Мы напомним, что сегодня есть и индивидуальная гонка, и эстафеты, что тоже очень здорово. Как и вчера, очень интересное противостояние как мужских, так и женских, так и смешанных и энергичных. Выносливость болельщиков — это важно, и показать, что команда. Так, участники, давайте сейчас покажем сердечки. Как все заряжены, класс. Даже погода над нами сжалилась, я бы сказал. Итак, это первый атлет. Хорошо плывет. Шапочка слезла немножко. Смотрим нашего. Дяденьки, обеспечивающие безопасность. Попробуем увидеть Александра на длинном грибке, какой вот. Раз, два. А вот и наш Александр. Вот он гребет. Интересно, как он агрессивно вкладывает правую руку. Плывет хорошо плывет. Нормально. Первого дня тут Анастасия Шорин, кстати, родная сестра комментатора соревнований первого дня. Да, вот здесь тут все перечислено, но большой специалист плавания выходит в очередной раз на триатлонную гонку. Она ее сестра уже... Юлия Пачкова преодолела половину правоплавочного этапа. Она находится на 3-й позиции по чистому времени среди женщин. Соответственно, Хорош, Саня, давай! 27 минут!
вытащил из воды и спросил его. Короче, не предусмотрел я место перехода, и вот он убежал дальше. Я пока переход искал, короче, он уже транзитку пролетел и пошел дальше. Проплыл за 27 минут. Это сколько там? Не видела средний темп? Посмотрим. 27 минут, нет, хорошо прям, это хорошее, это на 5 минут быстрее. 1.52, нормально, нормально. Ну, не супер, но я думаю, для него приемлемо. Но он, наверное, хотел лучше, мне кажется. Он хотел, наверное, минут 45, что-то такое, мне кажется. Ждем на вело, он, короче, уехал, сейчас развернется, и мы покажем его. Вот видно уже, как кто-то начинает ехать, драфтить. Нет, идем. Саня, давай! Давай, давай, Саня, хорош! Добери его, добери! Добери его, Саня! Итак, проплыл Александр у нас за 27 минут, это по минуте 52. Короче, я думаю, он сам результатом может быть не очень доволен, потому что у него на медном садике было по минут 45 по таймингу, да? Как бы странно, конечно. Ну, так бывает на самом деле, ну ничего странного, удивительного, это триатлон, такое бывает. Иногда у тебя лучше результат, это хуже. Это не только триатлон, в беге тоже можешь показать результат лучше, не готовясь к нему, да? Поэтому это нормально. Едет сейчас, лицо что-то не очень довольное. Почему-то меня беспокоит, что он едет один. Нет пачки. Ну, это тоже отдельный навык, опыт нужен. Коего, я так понимаю, у него не так шибко много. Вот. Ну, грамотные едут в пачке, но я быстрых пачек, если честно, не вижу. Что-то какие-то все медленные. Может, из-за дороги, мне кажется, так, я не знаю. Вот пачечка. Пофиг на гендерный драфтинг, да? Хотя нет. Вроде плюс-минус. Хорош, давай, давай, давай. Саша, давай, ты лучший! Дяденька не разрешает нам снимать. Все, дяденька нас выгнал. То, в общем, Александр едет, что-то непонятно, темп скачет. То 36 км в час, то 34, то 31. Видимо, влияет ветер и там пачка, в которой он сидит, не сидит. Ну, в целом трасса мне нравится, не знаю, неплохая. Есть, конечно, кочки, разделительных разметки много. Ну и плюс она, что минус, наверное, ее, что она постоянно в бок, короче. Она как бы по кругу, да, и ты как будто бы не видишь. Ну, то есть сложно заметить, может быть. Ну, ты постоянно вперед не видно, что у тебя там. Вот это вот, наверное, минус. Хотя, в целом, учитывая то, что полный плоскач, я после Черногории вообще, конечно, наверное, это лафа. Ну, то есть без горок. Хотя, тоже, как бы, ты в горку едешь, с горки спускаешь, но все равно с горками потяжелее обычно. Поэтому, видишь, мне кажется, не хватает опыта Александру чисто велосипедного. То есть работы в пачке, старта велосипедных, понимание интенсивности. Вот у него, я вот послушал вчера его по плаванию, он по плаванию прям хорошо разбирается, как будто бы вот, а по велосипеду как будто бы, ну, опыта, я так понял, не так много, ну и объемов, мне кажется, не так много, потому что иначе та мощность, которую он выдавал бы, наверное, была бы уже больше. Хотя, может быть, сейчас на плавании мы обсуждали, может, что случилось. Вот он, типа, недовольный, может, что-то и, не знаю, хлебанул воды, там ударился, или кто-то ударил его. Это всегда может быть. Саня, давай, давай, добирай, не отваливайся. Красавчик, давай, давай! Саня, давай, 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 давай. Мы идем сейчас, проезжает пачка, там чувак говорит: ребят, нас 5 человек, давайте по очереди поработаем. Кстати, вот что я говорил только что. Саша едет. А вот Саша едет, смотрите. Саня, давай, давай, давай! Давай, половина позади!
Вот что происходит? По какой-то причине никто работать не хочет. Ну, организоваться сложно, но я просто таким занимался сам. Ты едешь, видишь пачку и начинаешь их подгонять. Вы меняетесь. Ты, ну, если надо, ты берешь инициативу, выходишь, отрабатываешь там несколько минут. Потом говоришь, все, давай, смена следующего, он на максимум. Тебе нужно разогнать эту пачку, чтобы вы, ну, как вы нормально ехали. А какой смысл, что вы все едете, халявите? Ну, там, или тот, кто впереди два по очереди меняются и встревают. У вас же, ну, у вас общая задача проехать велоэтап быстро. Как бы, поэтому нужно тут, конечно, включаться. Но тут опыт нужен, конечно. Не так это все, это легко говорится. У меня вот можете на канале посмотреть там выпуск про спринт. Плавница там за час 05 и сколько там. Вот там вот такая ситуация была. Я добрал пачку, их прям вообще на этого надраконил, и мы начали работать. И то маловато было, я смены почаще брал. Но даже так, то есть у меня получалось отдыхать, когда они хотя бы берут хоть какие-то смены. И я их как бы, ну типа напушил на то, чтобы скорость общая наша была выше. Это очень важно. Вот за дядю Сашу болеют, как, смотрите, плакат красивый. Он, ну, вот главный художник, он, ну, устал уже, вымотался, пока плакат делал, правда. Но все равно. Вот он, вот он, вот он. Давай, 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 работай. Давай, молодец. Ой, сколько внимания, Александру. С 3 камер снимают. Номер вперед, разворачивайте. Решил носочки надеть, Саша. Носочки решил надеть, не рисковать. Давай, давай, вперед, красава! Так. Наш атлет. Про которого я видео снимаю. Нет, он из Москвы. Саня, хорош, хорош, давай, раскатывай. Так уверенно он себя чувствует. Ему даже не жалко, по-моему. Не, он хорош, он хорош. Саня, давай. Саня, давай, 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 хорош! Ну что, Александр пробежал у нас больше 5 километров. Средний темп 4:07. Первые там 2,5-3 километра он бахнул что-то вообще по 3:54 там. Вторые там уже по 4:14. Ну, короче, бег у него хороший, приемлемый. Короче, я думаю, так результат будет неплохой. Наверное, его лишник однозначно. Но велосипед надо, конечно, объем нужный. Получается, ну, объема и навык не хватает велосипеда. Так вот, если велосипед потянуть, точно можно уже на подиум бороться однозначно. Хотя, может быть, и при этих водных он сейчас как-то там залезет. Я не знаю, если честно. По возрастным там сейчас посмотрим. Мы идем на финиш. Сейчас начинается дождик. Вчера был вообще сильный дождь. Сегодня, ну, я не знаю, какой, сейчас посмотрим. Как говорится, кажется, дождик начинается. Кажется, дождик начинается. Алексей Голубый, 2:13:24, кстати, опередил Визера. Первый среди женщин, надеюсь, обязательно отметим. И дальше слушаем ее аплодисменты. Очень яркое и сильное выступление для спортсмена номер 270. Несет. Ну, смотрите, команда Магомедовой. Что у них там второе место? А, нифига. Они первые.
Крутые вообще. Немножко запутаться, сестры Шорицу, якийсь перша школа триатлона, обе настоящие специалисты. Вон он бежит, наш бегемотик, улиточка наша. Сейчас. Уже финиш почти что рядом. Саша, молодец! Ура! Александр Саулин, 2 часа 24 минуты на финише. По номеру 140 завершает дистанцию Александр Нибиров. 2 часа 20 минут 32 секунды. Ну и фантастика, я понимаю, пока что лучше. Ну чё? Как оно? Вкусно. Вкусно? Вкусно было. Понравилось? Особенно ветер. Наелся? На велике у меня ноги просто умерли. Да? Нормально. Еще один финиш по номеру 239. Доволен? Жирников, который, кстати, вчера, мне кажется, тоже Ну, не особо. на спринтерской дистанции. Погода внесла коррективы, конечно. Ветер вообще, блин. Александр Озеров, 2 часа 20 Хорошо, хоть дождя не было. Озеров сегодня был в лидирующей группе на велосипеде, насколько я помню. Кроссовки надо продавать. Рубился с Они, походу, не мои. У меня натирает вот здесь, короче. Сейчас такая же фигня. Я бежал. После второго круга опять такая же история. Какой у тебя размер? 41, из команды РЖД Iron Team. Покупайте кроссовки 41 размер. Мы смотрим, а ты недовольный что-то вообще. одних цепану, отвалюсь, вторых цепану, отвалюсь. Большую пачку зацепили, что-то прокатили полкруга, они опять ушли. Ё-моё. Короче, ты выводы сделал, я думаю. Вообще хороший. Над чем работать надо, да? Короче, не надо есть макароны 2 дня подряд. И лежать на диване. О, а с макаронами что не так? Да нет, ты что, конечно. По питанию же норм все было. Еще один финиш Кирилл Шумилов. Ну, недомогания нет сейчас, не чувствуешь? Боли в груди, ничего нет такого? 2 часа 38 секунд. Поздравляем с финишем. Бег тяжеловат был чуть, я не знаю, ноги какие-то пустые, это после велика. Стопудово, Я на велике, да. Ноги вшатал из-за этого ветра. Петр Гутенко, 2.26. Потом на бег вышел. Очень высокий уровень результатов. Первый круг вообще еле вкатывался. Потом что-то второй вкатился, а третий уже все. А третий уже пустой. Еще одна эстафетная команда, еще одна смешанная фабрика звезд. Все, массаж сделали, велик забрал. Это, ты какой-то вывод скажешь-то? Какой вывод можешь сказать о гонке? Ну тебе понравилось вообще? Ты удовольствие получил? Понравилось, удовольствие получил чуть-чуть. А так страдал. Чуть-чуть получил, чуть-чуть не получил, да? Не, ну тренировок мало, надо больше там и подводящих делать тренировок, и всех остальных. То есть, ну что-то не хватило, прям чувствовалось. Какая-то пустота такая. Душевная. Душевная пустота, раскаяние. Понятно. Ну давай, до новых встреч. Всем спорт. Всем спорт, триатлон. Все. Ну вот и подошло к концу видео с Александром. Спасибо ему за то, что он откликнулся, и он может увидеть это, и в памяти будет запечатлен его старт. Конечно, не полностью, без, ну, не в таком расширенном формате, там, с подготовкой там, или чем-то еще, но, тем не менее, тоже можно увидеть себя со стороны, это очень полезно. Я бы, например, о себе хотел бы такой фильм, хотя у меня таких фильмов обо мне самом куча, да, множество на YouTube-канале, поэтому, как бы, такое, можно посмотреть, там, Олимпик одних, мне кажется, несколько штук точно. Он сам знает, над чем надо работать, и тренер его знает, я уверен. И они сделают некую рефлексию. Могу сказать одно, в такой роли тоже был, когда ты просто едешь. Ну вот год назад, наверное, это было, в 23-м году, да, когда я делал... или нет, или это был 22-й год. Нет, это был 22-й год, это было 2 года назад. 2 года назад я участвовал в Олимпике, и тоже среднее у меня там получилось 33, проплыл что-то около 2 также. И пробежал, ну тоже, ну пробежало чуть лучше, у меня бег немножко посильнее базово, наверное. Ну и тоже такой вот результат, 2.20 примерно. У него получился 2.24, я прикреплю, или 2.19, ну, в общем, я прикреплю результат, запутался в цифрах немножко. Там были эстафетные команды, вообще российский старт классен тем, что, ну, в таких больших городах народу участвует довольно много. Это, конечно, все со стороны интересная конкуренция, и у него 10-е место там в категории, да, как бы там
ну, не то чтобы решали секунды, там запасов нормально, короче, там каждые несколько минут финишировал человек, поэтому надо это учитывать. Я был в такой же ролик, ну, когда там ты финишировал и понимаешь, где тебе нужно позаниматься, какие зоны роста, и, конечно, над этим работал, например, велосипед, да, чтобы уже сейчас уже в целом могу ехать там 37-38, ну и то это не предел, еще нужно, ну, заниматься и заниматься. Трасса сегодня тоже была не самая легкая, и группы, вот. Разговаривал с эстафетчиком, который, по-моему, у него самый быстрый велик, со средней за 40, Миша, по-моему, Яковлев фамилия, или, может, другая фамилия, может, ошибаюсь. Ну вот, там 300 ватт где-то, да, вес там 72-73, вот. Ну и человек чисто велосипедом занимается, тоже как бы надо учитывать. Поэтому такие дела. Старт мне понравился, я бы в нем сразу типа поучаствовал, но в другой раз. Вот, поэтому всем спасибо, пишите комментарии, спасибо Александру, команда «Три улитки». До новых встреч на стартах и тренировках. Всем пока.